Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас четверг. С утра у меня был экзамен на категорию С, вождение площадка. Я его благополучно завалил. Сам виноват. Надо было ходить учиться. Боря, привет! Евгений, добрый день. Ну, мы планировали 2 видоса сегодня, помнишь, да? Да, помню. Не знаю, как мы это будем осуществлять, но Так как ты у нас профессионал в ведении колонны, ты знаешь, я сразу за тобой ехал и никак не мог понять, что это ты там ноги выставляешь, то влево, то вправо они у тебя телепаются. Потом только до меня дошло, что ты люки показываешь. Ну, сейчас это как раз все и обсудим, когда с города выедем. Разминаешь руку? Да, это один из жестов, кстати, ведущих колонну, который указывает, в какую сторону поворачиваем. Ага, понял. А если тебе налево надо, ты газ отпускаешь? Нет, этой же рукой только налево. Ага, понял. Все жесты, как правило, производятся левой рукой, потому что газ у тебя, под правой рукой у тебя задействован газ и ручной тормоз. А покажи еще раз жест направо и жест налево. Жест направо. Ага. И жест налево. Понял. А все жесты одинаковые для отсекающих и для ведущего? Или есть разница? Нет, разницы абсолютно никакой нету. Все жесты одинаковые. Более того, люди, идущие в колонне, они должны эти жесты передавать по цепочке. Поворотниками или тоже рукой? При движении в большой колонне желательно рукой передавать, потому что многие парятся, забывают выключить поворотник, либо же неправильно там что-то понимают. Просто желательно дублировать ведущего человека. А большая колонна это сколько? Ну, большая колонна, от 10 человек. А сколько примерно жестов по количеству? Так, сейчас я скажу. В районе 15. Ого! Но, как правило, этими всеми жестами никто не пользуется, только основными. Сейчас вот выйдем на нормальную трассу Ростов-Азов, на ровненькую. И, в принципе, самые основные, часто применяемые, пройдем. Насчет жестов, которые указывают неровности дороги и выбоины, они же ямы, по левой стороне в основном указывается рукой, Ага. по правой стороне указывается ногой. Ага. Но также используется и с левой стороны жест ногой. Тут уже как удобно. Так, давай еще раз покажи указания неровностей. Ну, смотри, сейчас вот одна неровность будет впереди, это типа лежачего полицейского, указывается 2 ногами. Ого, То есть, понял. как бы... То есть не объедешь, сбрасывай скорость. Да. То есть это говорит о том, что ты сейчас сбросишь скорость в любом случае, да, там с торможением или без, и будешь пересекать препятствия. Все ямы, которые находятся справа от тебя, которые ты возле себя пропускаешь справа, указываются правой ногой. Ага. Давай сейчас примем чуть вправо, там машина пытается нас обогнать. Все неровности, которые находятся слева, указываются левой рукой или левой ногой. Но рукой намного удобнее. Рукой удобнее, но мне лично, как едущему сзади, ногой понятнее. Я быстрее могу сообразить, что это все-таки яма. Почему-то так. Вот всегда пытаемся указывать все-таки это все ногой, нежели чем рукой. Ну да, типа ты вот ногой, там, колесом, сейчас вот тут яма. Да, рукой, ну мало ли, что ты там пальцем показал, может еще что-нибудь показывал. Да. Так, еще дальше. При движении колонны, как правило, люди двигаются по 2 человека в шахматном порядке. При обгоне в затрудненном показывается вверх поднятый палец, что говорит о движении колонны по 1 человеку. Ага, понял. Когда препятствия уже обошли, либо транспортное средство, как правило, ведущий показывает 2 пальца, что свидетельствует о том, что надо двигаться в 2 ряда. Понял. Из 1 ряда перестроиться в 2. Это тоже понятно. Движение по 1, жест вытянутый палец вверх. Ага. И движение в колонне по 2 пальца вытянутые вверх.
Отлично. Это также передается назад всеми Совершенно участниками. верно, да. Все участники должны это передать назад, чтобы все видели, что идем в колонне или по одному человеку, или по двое. Понял. Да, едем дальше. 11 часто указываемых жестов при движении, опять же, в колонне, можно не в колонне. Это если человек сзади тебя забыл выключить после маневра указатель поворота. Жест очень простой, вытянутый кулак, постепенно распрямляемый. То есть ты показываешь, что у тебя не выключен поворотник. Причем не важно, какой он там, правый, левый, без разницы. Ну понятно, потому что понятно. Показать моргание и все. Вот мы, в принципе, сейчас с тобой идем довольно правильно, если бы мы шли колонной. Ведущий колонны идет ближе к середине разметки, то есть ближе к разметке к осевой линии. Все остальные, то есть следом за ним мотоциклист идет с правой стороны. И так в шахматном порядке строятся мотоциклы дальше. Почему в шахматном порядке? Чтобы была возможность для маневра. То есть ни в коем случае движение колонны, особенно по трассе, не осуществляется параллельно. Ну да, это понятно, разумно, логично. Ну и разрыв примерно 3 секунды, да? Ну, примерно ориентировочно. Там уже все зависит от того, насколько колонна скатанная. То есть насколько люди соблюдают это, знают. Тут это уже больше от опыта. Так, в итоге у нас получается 2 жеста направо-налево, 3 жеста указания препятствий, Да, 2 жеста указания рядности колонны, да. 1 жест поворотник не выключены, 2, 2, 4, 8 жестов мы Ну, посмотрим. как бы, да, это такие вот самые часто используемые. Еще один из самых часто используемых жестов, когда едут люди далеко, это типа пистолетик, указывающий на бак, то есть мне нужно заправиться. Я понял. Когда хочется есть, как правило, показывается что-то типа бутылочки, то есть вот такой жест, показывающий на шлем. Я понял. Надо выпить, короче. Ну, то есть, да, попить, перекусить очень сильно хочется, не вмоготу. Ну, короче, пистолет в бак — это мотоцикл кушать хочет, а пистолет в голову — это пожрать. Совершенно верно. Еще 2 жеста, итого 10. Но я сейчас возьму прямо перед тобой, чтобы это было видно. Жест, указывающий, что нужно сбавить ход. Ладонь, опускаемая медленно вниз. Ага. То есть мы притормаживаем, сбавляем ход. Это или там перед заездом на заправку, перед остановкой. И жест, когда нужно максимально попытаться ускориться, то есть когда мы набираем обороты всей колонной, это тот же самый жест ладонью вверх. Понял. То есть движущий жест вверх, да, мы набираем и отстреливаем дальше, то есть обогнать там препятствия, большой груз, неважно. Свободная дорога, можно чуть-чуть побыстрее поехать. Ну да, немаловажные жесты. Итого 12. Да, со стороны, наверное, очень забавно смотрится, как лягушка какая-то. Забавно, забавно. Поначалу думаешь, что он хочет? Че он там ногами? Соскакивают ноги, видимо. В прошлом сезоне там несколько девочек, когда к нам присоединились, так они на жесты вообще очень специфично реагировали, не зная их. Когда жестами, ногами показывал, что в принципе там яма ожидается или еще что-то, они думали почему-то, что я разминаю ноги, то есть у меня затекли ноги, Ну, и я разминаю ноги, ты понимаешь, показывая туда-сюда. ну, женская логика, что ты хочешь? И вот этот самый сложный для меня жест, длительная остановка на отдых. Сейчас будем все дружно ржать. Я понял. Странный, конечно, жест.
Да, вот хотелось бы знать, чем люди руководствовались, когда его изобретали. Может, по ноге хлопают кулаком? Или именно вытянутая рука? Нет, именно написано, что вытянутая. Я понял. В принципе, этот жест очень схож с каким-то очень другим жестом, в котором тоже используется кулак, но я его сейчас показывать не буду. Может быть, это изначально именно это имелось в виду. Мне, говорит, нужно это, ну, в общем, отдохнуть. Да, надолго. Ну чё, классно покатались. Слушай, да, хорошо катнули, не знаю, что там за дождь получится, но если хоть что-то получится, уже хорошо. Ну и как бы так пообщались. Кое-что усвоил. Не, Кое-что по мотоциклу понял. пообщались вообще знатно. О, автобус-то прет. Ну, давай, Жень, аккуратней. Да вот стараюсь, тут же сейчас все наружу будут выходить. Давай, Борь, пока. Давай, счастливо.